Сегодняшний контент необычный. Это феноменально. Мы обсудим визуальные работы Ким Тэ Хёна, которые потрясли январь 2026 года. Режиссура мирового класса, благодаря которой каждый кадр кажется живым, в сочетании с роскошными ювелирными деталями, которые почти идеальны, это не просто аксессуары, а язык роскоши, на котором может говорить только Тэ Хён. От точного кинематографического видения до эстетических символов, заставляющих мир замереть на мгновение, мы все это подробно разберем. Неудивительно, что канал Thai Young Lovers обсуждает это. Вчера мы говорили об этом, а сегодня самое феноменальное видео о красоте и уникальности Ким Тэ Хёна, которые практически не имеют себе равных в мире. Поэтому обязательно досмотрите до конца. Ваше сердце будет биться быстрее, следуя за эмоциональным потоком, тщательно выстроенным каналом Thai Young Lovers с помощью изысканного выбора слов и волнующего повествования. Прежде чем продолжить, обязательно поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить последние новости, эксклюзивные факты и подробный анализ о Ким Тэ Хёне. Потому что одно можно сказать наверняка: в этом мире нет человека, способного повторить фирменный стиль Ким Тэ Хёна. Давайте рассмотрим всю историю целиком. В январе 2026 года Ким Тэ Хён преподнес сюрприз. Это необычная работа. С первого же кадра становится ясно, что Тэ Хён не просто появляется, он полностью контролирует ситуацию. В этом короткометражном фильме режиссерское видение Тэ Хёна представлено с почти провокационной точностью. Как будто каждый ракурс камеры, каждая пауза для дыхания и каждое молчание были рассчитаны на то, чтобы оставить след в сознании зрителя. Нет пустого пространства. Нет потерянных моментов. Вместо этого существует тонкое напряжение, которое цепляется за грудь, заставляя зрителя продолжать смотреть на экран. Сила этого фильма заключается в том, как он полностью присваивает себе это творческое пространство. Ким Тэ Хён не следует шаблонам. Он создает свой собственный мир. Эстетика, ритм и эмоции сливаются в единое, неподражаемое и невозможное для имитирования, невозможное для игнорирования. В результате получается произведение, которое кажется одновременно личным и универсальным, простым и захватывающим, спокойным и потрясающим. На данном этапе публика разделилась. Одни заворожены, другие потрясены, а третьи неосознанно чувствуют себя спровоцированными, потому что это произведение не поддается мгновенному объяснению. Именно поэтому короткометражный фильм кажется таким совершенным и одновременно захватывающим для многократного просмотра. Каждый просмотр открывает новые детали, новые смысловые слои и новые ощущения, от которых зрителям трудно оторвать взгляд. Это не просто визуальное произведение. Это заявление о том, что Тэ Хён вышел за рамки образа айдола и твердо утвердился как визуальный художник со своим собственным кинематографическим языком. Видео Ким Тэ Хёна для GQ Корея, которое заставило ARMY затаить дыхание и почувствовать себя завороженными, это не только о внешности и стиле, но и о визуальном оформлении и эстетике, созданных с высокой степенью дисциплины. Для фотосессии и видеосъемки для GQ Корея Cartier в февральском номере 2026 года Тэ Хён предстает в серии элегантных кинематографических сцен. Креативным руководителем проекта выступил Ким Хи Джун, фотограф и визуальный директор, известный своим точным художественным подходом и сильным чувством кинематографа. В его руках каждый свет, тень и движение выстроены не просто для демонстрации роскоши, но и для создания атмосферы. Ким Хи Джун руководил визуальной концепцией и операторской работой, благодаря чему каждая секунда воспринимается как живое произведение искусства. Он не украшает Тэ Хёна, он обрамляет его сущность. В результате получился портрет, представляющий Тэ Хёна не просто как объект съемки, а как центр визуальной притяжения. Элегантная, но в то же время интенсивная аура постоянно излучается, укрепляя позицию Тэ Хёна как мировой иконы моды, чье влияние распространяется и на музыкальную индустрию. В итоге получился классический видеоролик с фотосессии, который не только демонстрирует, насколько привлекателен Тэ Хён в сшитых на заказ костюмах и кутюрных нарядах, но и доказывает, как зрелое креативное руководство может заставить зрителей остановиться на мгновение и просто восхититься каждым кадром. Это не преувеличение. Это психологическая реакция. Глаза вынуждены остановиться.
Разум вынужден замолчать. Крупные планы рук, огни города за стеклом и мелкие детали говорят громче, чем лицо. На одной из самых обсуждаемых фотографий внимания AR MUI привлек классический момент. Ким Тэ Хён говорит на языке роскоши через аксессуары. На его запястье роскошные часы, украшенные бриллиантами, предположительно от Cartier, легендарного ювелирного дома, давно связанного с Тэ Хёном. Дизайн элегантный, мерцающий, но в то же время спокойный, соответствующий его характеру. Их стоимость оценивается в сотни тысяч долларов США. Символ статуса, который не нуждается в громком объявлении. Не менее привлекательное бриллиантовое кольцо на его пальце отражает свет благодаря высокоточной огранке. Его стиль и оправа указывают на то, что это ювелирное изделие высокого класса от Cartier, выполненное в классических пропорциях и отличающееся чистотой форм. Это не просто украшение. Это эстетическое высказывание о времени, вечности и роскошном спокойствии. Эта фотография объясняет все без лишних слов. Когда Тэ Хён носит такие часы и кольцо, он не выставляет на показ цену, он создает атмосферу. Классический визуальный образ, который заставляет AR MUI по всему миру замереть на мгновение, а затем снова влюбиться. На этот раз не лицом, а тонкими, но поразительными деталями. И здесь кроется невысказанная реакция, как один кадр может заставить миллионы людей почувствовать себя побежденными спокойствием. Это не просто сотрудничество, а момент, когда видение, смелость и гений встречаются на одном экране. Модная индустрия фиксирует это как успешную фотосессию. Фанаты фиксируют это как эмоциональный момент. Критики, даже скептики, вынуждены признать, что это не совпадение. Каждый раз, когда Ким Тэ Хён надевает костюм, это больше, чем просто одежда. Это событие. Словно в одно мгновение, часть AR MUI переносится в другое измерение, где харизма говорит громче слов. Костюм идеально сидит на нем, но по-настоящему падает защита зрителей. Его взгляд зрелый. Его жесты изящные. Его аура завораживает без излишних усилий. Он не просто красив. Он излучает обаяние, которое аккуратное, элегантное и неотразимо притягательное, трудно объяснить логически. Именно это вызывает у некоторых людей дискомфорт, потому что обаяние Тэ Хёна не поддается мгновенному определению. Он не кричит. Он не навязывается. Он существует, и мир следует за ним. Неудивительно, что сердце AR MUI по всему миру, кажется, связаны одной эмоциональной линией. От одного появления рождаются тысячи реакций. Миллионы сердец бьются в унисон. Данные об активности в социальных сетях за январь 2026 года показывают значительный всплеск каждый раз, когда фрагменты этого видео перепостятся. Это убедительный показатель того, что его влияние выходит за рамки фандома и достигает глобальной аудитории моды и визуального искусства. В этом сила Ким Тэ Хёна. Он превращает костюм не просто в одежду, а в символ вневременной привлекательности, молчаливый, элегантный и неотразимый. Он делает роскошь тихой. Он делает красоту интеллектуальной. И он заставляет публику с удивлением и одновременно с изумлением задаваться вопросом, как далеко он зайдет. Этот вопрос намеренно оставлен без ответа, потому что эта работа не дает ответов. Она лишь открывает дверь и заставляет нас войти, хотим мы этого или нет. И в этот момент мы останавливаемся не потому, что история закончена, а потому, что вопросы только начинаются. Но история на этом не заканчивается. Потому что за каждым потрясающим кадром скрывается более глубокий слой, который большинство людей не замечают с первого взгляда. То, что Ким Тэ Хён представил в январе 2026 года, это не просто красота, это намерение. Каждое движение его глаз, каждая смена позы, каждая едва заметная пауза несут в себе смысл. Это не случайное исполнение. Это контролируемое выражение. Это визуальное повествование на самом высоком уровне. Если мы замедлим видео покадрово, откроется нечто завораживающее. Тэ Хён не спешит. Он позволяет тишине дышать. Он позволяет неподвижности говорить.
В индустрии, которая часто зависит от быстрых монтажных склеек и чрезмерной стимуляции, он осмеливается быть спокойным. И, как ни парадоксально, это спокойствие становится самым громким элементом на экране. Оно притягивает зрителя внутрь, заставляя его обратить внимание, не требуя этого. В этом и заключается отличие присутствия от исполнения. Многие айдолы умеют позировать. Многие знаменитости могут носить одежду люксовых брендов. Но очень немногие могут управлять пространством, используя лишь свою ауру. Тэхён не заполняет кадр движением, он наполняет его притяжением. Камера не преследует его. Она следует за ним, как будто осознавая, что сопротивление бесполезно. И именно здесь эмоциональное воздействие становится неизбежным. Зрители не просто смотрят. Они чувствуют. Кто-то испытывает восхищение. Кто-то – ностальгию. Кто-то – необъяснимое чувство стеснения в груди. Эта реакция не случайна. Это результат визуальной психологии, тщательно вплетенной в композицию. Свет расположен так, чтобы смягчить края. Тени сформированы, чтобы добавить загадочности. Цвета приглушены, чтобы создать интимность. Все это работает вместе, создавая настроение, которое сохраняется еще долго после того, как экран гаснет. Теперь поговорим о чем-то еще более глубоком, о символизме. В этом проекте Тэхён изображен не как громкий представитель королевской семьи или яркая знаменитость. Вместо этого он представлен как тихая сила. Уже один этот выбор посылает сильный сигнал. Истинное влияние не нуждается в крике. Истинная роскошь не нуждается в доказательствах. Истинное присутствие просто существует. Это идеально соответствует личной творческой эволюции Тэхёна. За эти годы поклонники наблюдали, как он преобразился из юношеского обаяния в зрелую элегантность. Но январь 2026 года знаменует собой явный поворотный момент. Это не просто рост. Это совершенствование. Этап, когда уверенность в себе больше не нуждается в подтверждении, а красота – в преувеличении. Даже его выбор одежды отражает эти изменения. Костюмы, сшитые на заказ, не слишком драматичны. Они чистые, структурированные, вневременные. Ткани естественно струятся вместе с его движениями. Цветы остаются сдержанными, но в то же время выразительными. Все шепчет об изысканности, а не кричит о внимании. И этот шепот каким-то образом звучит громче шума. Украшения, как и прежде, играют решающую роль в усилении этого послания. Часы на его запястье носят не как украшение. Они становятся символом времени, наследия и долговечности. Кольцо не кричит о богатстве. Оно символизирует постоянство и стабильность. Вместе они создают визуальное повествование о зрелости, о вступлении в новую главу, где статус больше не измеряется трендами, а влиянием. И говоря о влиянии, реакция на глобальных платформах говорит сама за себя. В течение нескольких часов после выхода клипа заполонили ленты новостей. Фан-монтажи появились на разных языках. Модные аналитики оставляли комментарии. Художники анализировали кадры. Даже люди вне фандома остановились, чтобы оценить качество производства. Именно тогда что-то переходит границу между фанатским контентом и культурным моментом. Потому что когда визуальное произведение привлекает внимание за пределами своей первоначальной аудитории, оно становится чем-то большим, чем просто рекламой. Оно становится образцом. Оно становится источником вдохновения. Оно становится эталоном. И именно это произошло здесь. Молодые создатели начали ссылаться на цветовую палитру. Стилисты обсуждали баланс между минимализмом и роскошью. Фотографы хвалили композицию. Режиссеры отмечали эмоциональный темп. И все это благодаря одному короткому визуальному проекту. Это влияние в чистейшей форме. Но, пожалуй, самый мощный элемент всего этого релиза – не технический. Это эмоциональная честность. Тэхён не прячется за преувеличениями.
Он не переигрывает. Он не навязывает драму. Вместо этого он позволяет уязвимости тихо существовать под поверхностью. Мягкость в глазах. Спокойствие в теле. Момент размышления, который кажется глубоко человечным. Вот почему аудитория устанавливает связь. Потому что за мировой иконой они все еще видят человека. Человека, который вырос, боролся, учился и развивался. Эта эмоциональная прозрачность укрепляет доверие. А доверие укрепляет лояльность. Не просто преданность фанатам, а уважение к творчеству. Теперь давайте зададим более важный вопрос. Что это значит для будущего Тэхёна? Этот проект не является изолированным. Он указывает направление. Он говорит о том, что он больше не удовлетворен простым участием в творческих проектах. Он хочет формировать их, контролировать их, создавать их. Он приближается к роли визуального куратора, креативного директора и художественного архитектора собственного образа. Это открывает двери для новых возможностей. Кинопроекты. Коллаборации в сфере искусства. Творческие партнерства в высокой моде. Выставки музейного уровня. Визуальное повествование за пределами музыки. И если январь 2026 года – это начало этого этапа, то горизонт становится невероятно широким. Потому что когда талант встречается с видением, границы стираются. И вот здесь возвращается эмоциональная составляющая. Фанаты больше не просто смотрят контент. Они становятся свидетелями трансформации. Они наблюдают, как артист переосмысливает себя в реальном времени. Этот опыт создает привязанность на более глубоком уровне. Речь идет уже не просто о поддержке любимого кумира. Речь идет о следовании за его творческим путем. Путешествие, полное неопределенности, экспериментов, риска и вознаграждения. И Тэхён не боится риска. Выбор тонкости в шумной индустрии – рискованный шаг. Выбор спокойствия в быстро меняющемся мире – рискованный шаг. Выбор художественной глубины вместо вирусной простоты – рискованный шаг. Но именно этот риск делает этот проект таким мощным. Он осмеливается замедлить людей. Он осмеливается заставить людей думать. Он осмеливается заставить людей чувствовать. Эта смелость заслуживает признания. Потому что в конце концов искусство не должно быть безопасным. Оно должно что-то тронуть внутри нас. И эта визуальная работа делает именно это. Она пробуждает любопытство. Она пробуждает эмоции. Она бросает вызов ожиданиям. Она оставляет вопросы без ответа. И, возможно, в этом и заключается самая прекрасная часть. Не все нуждается в объяснении. Не каждый шедевр нужно полностью понимать. Некоторые нужно прочувствовать. Впитать. Пересмотреть. Запомнить. Поэтому, когда мы будем оглядываться на январь 2026 года, он запомнится нам не только как месяц прекрасных визуальных образов. Этот момент запомнится как тот, когда Ким Тэхён незаметно изменил стандарты. Когда он напомнил миру, что элегантность может быть сильной, молчание – выразительным, а присутствие – революционным. И когда экран гаснет, в голове зрителя остается одна мысль. Это не кульминация. Это только начало.